Безусловно, перепелиный бизнес выгодный, и для новичка, чтобы его начать, многого не нужно. Вам понадобится клетка, 14 перепел девочек и 2 перепела мальчика. Этого с головой хватает, чтобы они оплодотворили всех этих красавиц. Это проверено уже, и проверено не 1 месяц. Вот, значит, много яиц вы не будете иметь для продажи, на употребление, в принципе, этот бизнес много не приносит, но он выгодный. Если вы там на употребление яйца продаете, сейчас объясню, там, допустим, вы будете продавать за 50 гривен, там, 60 гривен, не десяток, а там 30 яиц, там, 40, да, перепелиных будете продавать, вы зарабатываете там 15-20 гривен чистой прибыли из этих денег. На корм будете тратить, пока клетка окупится, такое. В основном выгода либо продавать на инкубационное яйцо, то есть на размножение, либо уже самими перепелами торговать. То есть вы размножили перепел, вырастили их там до определенного месяца и продаете их. Вот такие перепелы, это бройлеры, до 400 грамм вырастают в массе. Кстати, когда вы уже продаете здорового, он приличных денег стоит. А когда вы его вырастили от нуля, перепел растет 2 месяца. Через 2 месяца он дает яйцо. Через 2,5 месяца он достигает своих максимальных размеров. Вот. То есть для старта что вам понадобится? Это клетка, это 16 перепел. Да, я уже сказал, там 14 девочек и 2 мальчика. Это 16 яиц, 15 яиц, 14, господи, 14 яиц в день они будут вам давать. Оговорился, потому что 16 штучек, но там же 2 мальчика. В общем, 14 яиц они будут давать в день. Вы за 5 дней будете где-то там в районе 70 яиц закладывать. Инкубатор вам понадобится на 200 яиц. Самый простецкий, самый дешевый, самый простой инкубатор. Вы буквально за пару дней собрали вот перепел. У меня еще просто и куриные вот уже ребята вылупляются. Вот сейчас понесется крупная партия. Вот выбиваются. То есть вы вот такой вот инкубатор будете забивать где-то весь недели 3,5. Перепелиных тут все 250 в месяц яиц. В общем, подлили воды, температура. Я уже показывал в своих видео, сколько там понадобится держать. Не будем сейчас вбиваться в подробности, потому что немножечко это видео про другое. Я себе приобрел солнечные панели, аккумуляторы, и у меня их много. Правда, да, не литиевые, кислотно-свинцовые, вот такое вот оборудование, чтобы выпрямляло электричество, потому что сейчас в сети очень слабовато. 235 оно мне выпрямляет, и плюс оно функционирует от аккумуляторов, которые заряжаются от солнечной панели. Это гибридная станция, которая еще работает от сети. Заряжает сама аккумуляторы станция, и когда нет света, переключается все на альтернативное питание. И вот у меня другие брудера работают. Здесь лампочки, все функционирует. Это у меня цыплята. Курочки, петушки. Вот, как видите, разная всякая порода. В клетку вмещается спокойно, как видите, здесь их 50 штук. Они там просто натрамбовались пачкой вот там вот. Вот. Альтернативное питание всегда дает возможность, чтобы у них было освещение. И тепло у меня, конечно, вот такое есть тепло. И еще, я им редко пользуюсь, в основном дрова топлю. Им печь тут, и им тепло очень. Вот, температурный режим соблюдаю. И параллельно можно еще, вот как я, елочки выращиваю. Я вам показывал ролики неоднократно. Что у меня вон стуя одной, которая выросла сейчас до 3 метров, можно тысячи долларов, тысячами можно зарабатывать с одной такой огромной туи. Вот таких черенковать, много таких вырастает. Вы представляете, вот это вырастет, с нее сколько можно делать туи, вот десятками, сотнями. Вот на этом бизнес делается, мама не горюй.
Основной ингредиент для чернозема это куриный перепелиный кал, который отлично подходит для удобрения и растет оно просто. Ну, я видео снимал, показывал от и до. Вот. Это параллельный как бы бизнес, если вы потянете, можете заниматься. А для старта вам вообще там $100 хватит. Клетка там $50 стоит. Вы купили с перепелками уже взрослыми. И, пожалуйста, чтобы размножить много птицы, для этого нужен хотя бы один, ну, рекомендую 2 инкубатора. Вы забиваете, они 16 дней птица и вылупляется, перепелочка. Через 16 дней. Вот у меня даже вот тут уже начали лупиться, кстати, перепелы. Можно вот увидеть. Вот они лупятся. 16 дней идет у них инкубационный период. Шевелится. Все хорошо. 16 дней перепела вылупляется. Курочкам надо 19 до 21 дня. И они тоже вылупляются. Вот это просто параллельно вы можете также заниматься растения, растить. Да, в общем, есть много всяких вот таких вот дел, которые можно параллельно вести. Вам надо для этого помещение. Кал их нелегко. Тут вот полка такая, раз выдвинул, вот она выдвигается тут. Собрал, выкинул. Кроме того, кал на продажу идет тонна 16 тысяч. Ну, тонну вы долго будете собирать такого количества. У меня перепелы быстро растут. Вот здесь перепелы есть, там птиц много. Ну, в общем, вернемся к перепелам. Да, надо проверенные корма им давать. Ну, лично я стараюсь кукуруза, пшеница. Вот, клетчатку даю, там буряк, тыкву, вот такое вот, чтобы они быстрее неслись, чтобы был плод у них здоровый. Да, единственное, что да, господа, готовьтесь к тому, что половина, ну не половина, 30% яиц вылупляться не будет. 10 из них будет не плодотворено, 20% не вылупляется. Еще может процентов 10-15 птиц просто начать падать. Они просто падают, потому что, ну, погибают, потому что, ну, такова у них природа, сильнейшие выживают. Вот. Ну, 2 месяца растить, и у вас такая вот огромная красавица вырастает. В общем, обязательно должны быть непильные поилки, вот, чтобы у них чистейшая, свежая вода была с витаминами, ну, уже на усмотрение. Я витамины даю, я не жлоблю. 20 литров залил, забыл, здесь засыпал, они сами себе живут своей жизнью, кушают, пьют воду. Только кал, ну, убирать, когда тебе не сложно, вот я не знаю, я предпочитаю его раз в 3 дня убирать. Вот, можно каждый день убирать, вообще без проблем. Летом вообще вынес на улицу, поставил, убрал вот эти поддоны, вот они. Летом убрал их, они просто на траве стоят. Можно вообще наземную клеточку сделать, они травку себе щипают. Это халявный ресурс вообще, клетчатка, им это очень надо. Несутся как бешеные просто. Много летом, да, альтернативного питания появляется. Там яблоко дал, грушу дал, там, ну, что есть по хозяйству, там, грецких орехов, там, блин, несколько деревьев, там, давай, это очень полезно для них. Вот. Для старта вам с головой хватит 16 птиц, вот с головой. А вообще, чем больше, тем лучше. Это в X2, ну вы понимаете, то есть это быстрее развитие идет, вы быстрее будете развивать бизнес, быстрее все будет у вас продвигаться. Вот. Да, я за то, чтобы было бы альтернативное питание. Я уже не говорю про тот ужас, когда без электричества сидишь по 10 часов. Я говорю просто чисто в том случае, там, ты, там, я не знаю, учишься, занимаешься там параллельно каким-то другим бизнесом. Здесь ты только решил начать, попробовать. Обязательно нужно иметь альтернативное питание. Если свет выключает, оно все переходит полностью на альтернативное питание. Все такой вот бесперебойник у меня. И это не один, у меня их много, и вообще много всякого оборудования, инверторов, я уже показывал. У меня был горький опыт. Свет вырубают, все переключается, оно себе спокойно функционирует. Главное, по схеме сделай, как я рассказывал в роликах, чтобы этого хватало до следующего включения света, либо чтобы вообще все функционировало от солнечной панели, чтобы не париться.
И, в общем, этого хватает. То есть, самое главное, не бояться. Посчитать можно, в принципе. Но я вам говорю, что это выгодно при любых раскладах. Даже на употребление яйцо продавать. На инкубацию, на вообще, ну, вот мясо-яичной породой заниматься. Это же не вот эти вот дрищики, которые там по 100 грамм весят, а вот такие вот по 400 грамм. Есть еще, которые там до 700 грамм будут весить. Это вообще там такие бройлеры прям. Это просто мясо-яичная порода, которая быстро растет, быстро развивается, быстро начинает давать яйцо. Подписывайтесь ко мне на канал, у меня очень много полезной информации. Поставьте этому ролику лайк, я старался, пишите ваши комментарии, я на все отвечу. Напишите, про что вы хотите, чтобы я снял видео, я сниму обязательно и выложу. Все, спасибо за просмотр.